Привет, канал Steinhaus. Сегодня у нас на обзоре вот такой трипод. Это гибкий трипод с AliExpress. Значит, давайте начнем с коробочки. В каком виде он приходит. Вот такая у него коробочка. Яркая, красивая. Краски не пожалели. Вот такой вот цветной картон. Ну, здесь больше ничего интересного нет. Коробочку отложим пока в сторону. Здесь, значит, идет вот такая инструкция. Ну, без инструкции здесь и так все ясно, в общем-то, как им пользоваться. Но если вдруг кому интересно, вот можно на паузе посмотреть. Так, это тоже отложим. Ну и вот он наш сам штатив. Кстати, вот когда прям берешь в руки, сразу ощущается, что качественная вещь. Очень классно выглядит, очень приятный тоже на ощупь. Это вот ножки, они такие резиновые. Ну, то есть это резиновая оболочка, внутри какая-то проволока, там, не знаю, что-то такое. Это резиновая оболочка, и снизу тоже она, ну, монолитная такая резиновая. Ножки гнутся как угодно, то есть вот так вот можно их сгибать, изгибать. Можно, допустим, установить сюда сверху камеру и вот так вот, допустим, это убрать, чтобы не мешалось тоже куда-то. И вот так вот, допустим, держать там, что-то снимать. Да. Ну, например, для удобства, чтобы там тряски не было. Ну, то есть можно из него сделать что угодно. Можно сделать такую селфи-палку, взять, скрутить вот так, чтобы пожестче было. Вот. И вот так вот себя снимать, например, идти. Что еще можно? Можно его укоротить. Тоже вот так выгнуть эти ножки. И вот так он станет пониже таким образом. Ну и заодно устойчивость увеличится. Можно какую-то тяжелую камеру поставить, и уже он не сможет никуда упасть. Так, вот так вот. Вот таким образом, например, можно сделать паучка вот такого. Тоже прикольно. Раз. Вот такой паучок получается. Так, ну ладно, с ножками закончили. Я не знаю, кстати, насколько ножек таких хватит, если их вот так туда-сюда гнуть. Ну, наверное, все знают, что если проволоку быстро гнуть, вот, изгибать, то она нагреется и просто разорвется. Ну, возможно, здесь предусмотрено. Если в одном месте вот так вот не сгибать без остановки, то, я думаю, прослужит. Думаю, там рассчитано все. Вот. Что по поводу, значит, по поводу головы шарнира. Вот такая здесь надпись Уланди, номер модели МТ-11. Значит, шарнир. Вот такой красный шарик. Так, если его расслабить, то он просто вот так вот падает. Можно наклонить в одну сторону, можно в другую. То есть с двух сторон есть такая вот проточка, чтобы наклонять. Снизу у шарика вот такое вот отверстие есть, впадина такая. Если совсем расслабить, то он вот так вот не держится, падает. Если чуть-чуть поджать, то это очень удобно, чтобы, допустим, небольшую силу прикладываешь и там равняешь камеру, как тебе нужно по уровню. Так, вот здесь есть уровень, вот он. Допустим, вот так вот поджал немного и выравниваешь камеру. Потом, раз зафиксировал, все, он держится. Ну, конечно, я не буду прикладывать силу. Конечно, руками я смогу свернуть его, но под весом камеры он никак никуда не денется. А под весом телефона-то тем более. Что еще? Ну, давайте посмотрим этот шарнир поближе, получше. Так, его можно, естественно, вот так скрутить и использовать вот этот трипод со своим любимым, допустим, шарниром каким-то. Так, допустим, какой-то взять там свой, я не знаю, накрутить сюда. Здесь резьба 1/4 стандартная. Так, можно так использовать. Можно снять вот этот шарнир, использовать его на другом штативе, потому что шарнир такой довольно-таки качественный. Ну, если уж не сравнивать совсем с чем-то дешевым. Допустим, покупал я в начале, когда еще был не уверен, что я вообще этой темой увлекусь. Вот такие вот на Алиэкспрессе совсем дешевенькие. Ну, для начала, возможно, чтобы понять вообще, и пойдет. У меня вот упал и разлетелся просто. Это я заливал термоклеем, таким пистолетом. Конечно, вот с этим вот не сравнить качество вот этого шарнира вообще, штатива. Вот. Кстати, скоро у меня будет обзор вот на такой вот штатив. Это уже у меня такой недешевенький штатив относительно. Ну, для меня, во всяком случае, более такого профессионального уровня с AliExpress. Сейчас у меня на нем стоит камера. Тоже моя новая камера Canon 90D, на которой сейчас это все снимается. Вот, то есть я уже начал обзаводиться такой более профессиональной техникой. Значит, все это, судя по тому, что он такой холодненький,
я так понимаю, алюминий. Я не могу, конечно, точно сказать, потому что это все покрашено. Ну, вот эта вот часть красная, шарик вот этот красный, это точно алюминий. Ну, и вот этот корпус тоже, он, судя по всему, алюминиевый. Вот эта крутилка, она пластиковая. Вот этот верх тоже он пластиковый, вся вот эта платформа. Так, здесь, значит, резьба под камеру, под держатель. Нет, держатель я сейчас покажу здесь его. Так вот сразу не скажешь, но он здесь встроен, держатель для телефона. То есть сюда можно установить фотоаппарат, камеру на вот эту платформу. Есть здесь уже встроенный держатель для телефона. Вот таким образом он открывается. Раз. И вот так платформа превращается в держатель для телефона. Вот такой вот раз. Вытягивается. Сюда вставляется телефон. И все прекрасно. Значит, какой здесь можно минимальный телефон сюда зажать? 6,2 сантиметра. 62 миллиметра, в общем, вот. Если видно. Максимально, я уж не знаю, тут большой влезет. Таких, наверное, нет, которые сюда не поместились. Значит, держатель для телефона не нужен. Он просто вот таким образом у нас раз и складывается. Все. Остается платформа. Значит, здесь есть вот такой колесик удобненький. Сюда, если что-то, фотоаппарат какой-то, раз, вот так прислонили, крутим, и он накручивается. Все, он накрутился. Также удобненько, раз, скручиваем. Но если здесь будет большой фотоаппарат ставиться, конечно, придется снизу под ним, не так удобно будет крутить. Но, тем не менее, об этом тоже подумали. Вот, ну что, здесь, да все, наверное, здесь платформа резиновая, вот такая мягкая, для того, чтобы дно фотоаппарата не царапать. Про уровень я уже сказал. Что еще? В общем-то, все. Вот. Благодаря вот этим ножкам, таким гнущимся, его можно, допустим, где-нибудь в лесу, если что-то снимаете, прицепить к какой-то ветке, к дереву, к тонкому, конечно, на толстое. Его не накрутишь, а вот как-нибудь там вот так вот обогнуть ветку и прицепить, как осьминога такого можно. Вот. В общем, вот такой штатив. Так. Вот. Ну вот, в общем-то, и все. Ссылка на него будет в первом закрепленном комментарии на моем YouTube-канале. Там можете посмотреть цену. Цены постоянно меняются, курс меняется. Я брал его в районе 900 рублей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Также я напоминаю, что мой канал есть на Рутубе, на Дзене. Есть группа ВКонтакте, куда я выкладываю дополнительные фотографии. Также делаю репосты видео сразу же после их выхода. Чтобы не потеряться, обязательно подписывайтесь. На этом все. Увидимся на канале.